Рада приветствовать всех любителей вязания. Сегодня я покажу узор, которым связан вот такой стильный современный пуловер или свитер с застежкой. Узор очень прост в исполнении. Это переплетение на фоне лицевой глади. С таким узором справится любой начинающий любитель вязания. А смотрится узор в изделии эффектно, стильно, привлекает внимание. Друзья, перед вами схема узора, на которой мы видим очень простые обозначения. Вот такая вертикальная черточка – это лицевые петли и перекрещивание 6 петель, вот такие горизонтальные линии с перекладинами, наклоненными влево. То есть мы должны перекрестить 6 петель в ту сторону, куда наклонена перекладина, влево. Я покажу, как выполнить перекрещивание петель без дополнительной спицы. Раппорт узора в высоту состоит из 16 рядов. Провязав последний четный 16 ряд, мы начинаем повторять раппорт узора в высоту, опять же с 1 по 16 ряд. Столько раз, сколько это необходимо для вашего полотна. Раппорт узора в ряду состоит из 12 петель. Я бы советовала выполнить еще петли симметрии для этого узора после провязывания всех раппортов по 12 петель. Только один раз в конце лицевого ряда провязать 6 петель, то есть выполнить жгутик в конце полотна, чтобы полотно одинаково начиналось со жгутика и одинаково заканчивалось жгутиком, было симметричным, гармоничным и зеркальным. Для образца круговыми рядами наберите на спице число петель, которое кратно 12, которое делится на 12 петель раппорта. Плюс добавьте одну петлю для замыкания петель в круг. Для образца поворотным вязанием на спице самым обычным классическим способом набора петель я набрала 20 петель. Это один раппорт узора из 12 петель, плюс 6 петель симметрии, 18 петель и плюс 2 кромочные петли, 20 петель. И провязала один базовый подготовительный ряд всеми изнаночными петлями, чтобы выйти на лицевую сторону работы. Я вяжу бабушкиным способом вязания. Первую кромочную петлю я снимаю, последнюю провязываю изнаночной бабушкиной петлей. Вы провязываете кромочные петли так, как вы привыкли. Кромочную петлю снимаем. Первый лицевой ряд, он вяжется одинаково при круговом вязании и при поворотном. Справа налево по условным обозначениям схемы. Сняли кромочную петлю, далее у нас идет перекрещивание 6 петель с наклоном влево. 3 петли и 3 петли. Первые 3 петли переснимаем на правую спицу, не провязывая, вводя правую спицу внутрь каждой петли. Следующие 3 петли провязываем лицевыми петлями. Рабочая нить у нас за работой. Одна лицевая, вторая лицевая петля и третья лицевая петля. Нить у нас вот здесь протянулась. Она не должна быть очень туго натянута, чтобы не деформировался жгутик, но и не должна быть очень слабой. Должна свободно лежать на полотне. На правой спице у нас 3 переснятые петли и 3 провязанные петли. Перед работой левую спицу вводим слева направо в 3 переснятые петли. Вот так это выглядит. И теперь придерживаем пальцами провязанные петли.
И теперь вытаскиваем, выводим правую спицу из всех 6 петель и возвращаем на спицу, на правую спицу провязанные петли. И вот так перекрещиваем. На правой спице у нас оказались провязанные петли, на левой не провязанные. И провязываем 3 лицевые непровязанные петли лицевыми петлями. У нас получился жгутик с наклоном влево. Далее по схеме идут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 лицевых петель. Провязываем 6 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6 лицевая петля. Мы провязали раппорт узора. Если вы набрали несколько раппортов узора, провязываете их один за другим, разделяя маркерами. То есть вешаете маркер и провязываете следующий раппорт узора. Перекрещиваете 6 петель и провязываете 6 лицевых петель. Вешаете маркер и так провязываете все раппорты. После последнего раппорта, я после последнего своего одного раппорта вешаю маркер и провязываю 6 петель симметрии, чтобы полотно было зеркальным в своем начале и конце и гармоничным. То есть мне сейчас нужно перекрестить 6 этих петель с наклоном влево. Переснимаю первые 3 петли на правую спицу, не провязывая. Следующие 3 петли провязываю лицевыми петлями. Рабочая нить у меня за работой, и она вот так сзади обвивает переснятые петли. Следите, чтобы она туго не была натянута, иначе жгутик деформируется. Пересняла 3 петли. Следующие 3 петли провязываю лицевыми. 1, 2, 3 петля лицевая. Теперь перед работой увожу левую спицу слева направо в переснятые петли. Вот так. Придерживаю пальцами провязанные петли и вывожу правую спицу из всех 6 петель. Затем возвращаю на правую спицу провязанные петли. Ниточка расслаивается немножко. 1, 2 и 3. И вот так перекрещиваю. На правой спице у нас провязанные петли, а на левой не провязанные. Провязываем непровязанные петли. 3 лицевые петли. 1, 2 и 3 лицевая петля. Мы выполнили жгутик с наклоном влево. Кромочная петля, изнаночная, бабушкина петля. Мы провязали первый лицевой ряд. Работу разворачиваем на изнаночную сторону и провязываем второй ряд. Четный второй ряд при круговом вязании вяжется по рисунку. При поворотном вязании он также вяжется по рисунку, то есть ту петлю, какую видим, ту и вяжем. Кромочную петлю снимаем. И далее у нас все петли до конца ряда изнаночные. При круговом вязании провязываем все петли до конца ряда лицевыми, то есть по рисунку. До конца ряда все изнаночные петли. Как видите, узор очень простой.
фактически состоит из одного ряда, в котором формируется узор на фоне лицевой глади. Провязали весь ряд изнаночными петлями, кромочная петля. Также у меня изнаночная бабушкина петля. Провязали второй ряд. Изнаночная сторона такого узора будет гладкая. Разворачиваем вязание и начинаем провязывать следующий ряд. Третий лицевой ряд, который вяжется одинаково при круговом вязании и при поворотном, всеми лицевыми петлями. Провязываем его самостоятельно. Затем провязываем четвертый ряд по рисунку. Затем пятый ряд по схеме. Шестой ряд по рисунку и при круговом вязании и при поворотном. Седьмой ряд по схеме и при круговом вязании и при поворотном. И встретимся в девятом ряду, где я опять покажу вам перекрещивание 6 петель с наклоном влево. Итак, я провязала 8 рядов и начала вязать 9 лицевой ряд. Кромочную петлю сняла и провязала 6 лицевых петель. Далее идет перекрещивание петель 6 с наклоном влево. Рабочая нить за работой. Первые 3 петли переснимаем на правую спицу, вводя правую спицу справа налево. Можно сразу, а не по очереди, во все 3 петли ввести правую спицу и переснять их, не провязывая. Следующие 3 петли провязываем лицевыми петлями. 1, 2 и 3 лицевая петля. И теперь перед работой левую спицу вводим в переснятые не провязанные петли слева направо. Вот так это выглядит. Затем придерживаем пальцами провязанные петли, пальцами левой руки, и выводим правую спицу из всех 6 петель. И затем возвращаем на правую спицу провязанные петли. И вот так перекрещиваем петли с наклоном влево. На правой спице провязанные петли, на левой не провязанные петли. Провязываем 3 лицевые не провязанные петли. Мы провязали раппорт узора. Маркер переснимаем. И если у вас есть еще раппорты узора, по очереди провязывайте их до конца ряда. После последнего раппорта переснимаете маркер, который отделяет петли симметрии. Петли симметрии в лицевых рядах по этой схеме это 6 лицевых петель. В изнаночных рядах, соответственно, это будут 6 изнаночных петель, кроме первого лицевого ряда, где петли симметрии у нас 6 петель, которые мы перекрещиваем. Итак, 6 лицевых петель симметрии. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и кромочная петля, изнаночная бабушкина петля. Вот так у нас получается узор гармоничный, симметричный. Друзья, далее самостоятельно вяжите узор по схеме, включая 16 ряд. То есть лицевые ряды и при круговом вязании, и при поворотном вяжете по схеме, по ее условным обозначениям, а четные ряды вяжете по рисунку. И далее повторяете узор вверх по вязанию с 1 по 16 ряд. То есть 17 ряд это как бы первый ряд будет. Друзья, на этом у меня все. Спасибо всем за внимание.
Надеюсь, узор вам понравился. Уверена, что вы найдете ему применение. А я желаю всем легких петелек. Бежите с удовольствием. Пока-пока. До новых встреч.